Дэвид Рокфеллер в 910 году примерно поставил такую задачу, как организовать самый крупный бизнес на земном шаре, который затмил бы и нефть, и газ. И он пришел к выводу на основании опыта своего отца Уильяма Рокфеллера, который еще в 1850 году начал такую кампанию. У него было немножко такое непростое прошлое, он часто менял фамилии, значит, имена, менял место жительства, избегая преследований. Он начал выпускать лекарства против онкологии, где было написано, что для любых форм рака, кроме запущенных. Пузыречек содержал нефть сырую и добавки мочегонных средств. Продавалось это по $25. И он увидел, что это прекрасно раскупается. Но, правда, потом, когда люди выясняли суть, они пытались его найти, но он в это время торговал этим лекарством уже в другом месте. И тогда все это было выведено на концептуально новую методологическую основу. Рокфеллером была поставлена задача сформировать принципиально новую медицину, то есть отказаться от природной медицины. Школа медицинская, функционирующая до Рокфеллера, была фактически полностью уничтожена. Дальше стояла задача объединить, по сути, в единую корпорацию пищевую промышленность, химическую промышленность и фармацевтическую промышленность. И вот к сегодняшнему дню эта задача абсолютно успешно и благополучно решена. Большинство людей ставят знак равенства между здоровьем и аптекой, хотя это антиподы. За здоровьем туда, а в аптеку в прям противоположном направлении. Но люди сегодня оказались в этой матрице, и это считается общепринятым, само собой. Но если ищешь здоровье, иди в аптеку. А цепочка работает неукоснительно. Химическая промышленность добавляет в питание то, что гарантированно приведет к утрате здоровья, а потом работает принцип аллопатии. Это то, что противоположно медицине. То есть это нынешняя медицина, ее неправильно называют медициной, это аллопатия. То есть это способ вызывания у организма какого-то эффекта, противоположному тому, который вызван каким-то источником заболевания. То есть источник заболевания не трогается вообще. Есть какая-то реакция организма, температура повысилась. Ну, придумайте какую-то химию, которая бы снизила температуру. У вас что-то заболело. Придумайте что-то, чтобы угнетало эту боль. А болезнь, важно, чтобы она оставалась, иначе вы на этом человеке не заработаете. И вот так сформировался самый крутой бизнес на сегодня на земном шаре. Не все это еще осознают, что, значит, вот обороты сегодня и прибыль в фармации несопоставимы уже ни с нефтяным бизнесом, ни с газовым. $1 триллион. Вот такие цифры сегодня. Только что я вот сегодня случайно услышал эту цифру на телевидении. И это действительно так. Выйти из этой матрицы можно только человеку концептуально состоятельному. Бесполезно говорить, что вот, вы знаете, нужно питаться иначе. Это он никогда не поймет. Он поймет только тогда, когда поймет всю фальшь библейской концепции управления и разберется в Библии как глобальной обманки по всем вопросам, включая питание. Потому что Библию, если возьмете, книгу «Бытие», 1 глава, там говорится о том, что есть нужно только растительную пищу, а все живое нам дано в услужение, и оно создано для того, чтобы этому всему радовались мы и наши дети. А откроете 9 главу той же книги «Бытие», то там уже Ной получает, что все, что живет и все, что живое, это все нужно в пищу употреблять. Так, может быть, Великий потоп и был свыше организован только за то, что были нарушены эти базовые божественные заповеди. А теперь мы наблюдаем, что вот это стало вообще нормой. Но это же очевидно, что пока не было бы боин, не было бы войн. Это, так сказать, на мой взгляд, сегодня всем очевидно.